Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. В этом видео продолжаем работать в верстаке Part Design. И я познакомлю вас с инструментами аддитивные и субтрактивные спирали. Создаю новый проект. Меняю название на образец 1. Enter. Добавляю тело. Создаю эскиз. Выбираю плоскость XZ. Жму на ОК. Беру инструмент создать круг по центру. Пусть будет диаметр 1,2 дюйма. Выбираю ограничение диаметра. Жму на ОК. Окружность готова. Закрыть. Выбираю инструмент выдавливания. И ставлю длину 3 дюйма. Перемещаюсь вверх. ОК. Деталь готова. Создаю новый эскиз. Уже в другой плоскости. Не XZ, а XY. Жму на ОК. Разворачиваю деталь. Немного увеличу. Для удобства работы. Теперь беру инструмент создать внешнюю геометрию. И кликаю вот сюда, чтобы наша новая деталь добавилась именно вот к этой грани. Инструмент полилиния. Строю трапецию. Это будет основание нашего витка. Беру инструмент ограничения расстояния по горизонтали. Не обратил внимания. Да, у нас здесь стоят ограничения и уже задана симметричность. Так что, в принципе, можно ничего не делать. Ну, можно попытаться привязать, например, одну другую точку относительно начала осей координат. Так. И, допустим, так. Еще осталась вот эта точка. Так, и вот это последнее, чтобы полностью ограничить контур. Все готово. Закрываю. И теперь используем инструмент аддитивная спираль. Вот что у нас получилось. Прокручу вниз. Значит, наши витки, они
нарезаны, но они смещены по оси относительно нашей детали. Значит, вот здесь выбираем пункт в обратную сторону. Все. Вот теперь витки находятся прямо на детали. Высота, то есть это длина, 1,92 дюйма. Ну, можно поставить, допустим, 2. Угу. Вот так. То есть получается фактически 4 витка. Иногда выскакивают ошибки, не обращайте на них внимания здесь. Такое часто бывает в программе FreeCAD. Шаг 0,64. Ну, изменим, допустим, на 0,75. Угу. Вот он визуально увеличился. Так, и жму на ОК. Все, наша деталь готова. Если вам необходимо разработать червячный редуктор, пожалуйста, можете использовать. Или, скажем, винтовой конвейер тоже, то есть отлично подойдет. Что касается трапеции, ее профиля, то расстояние верхнего и нижнего основания, угол наклона боковых граней, это все будет зависеть от того, что будет написано в ваших расчетах. Так, с этим мы закончили. Все. Сохранять не буду, мне это не надо. Создаем следующий проект. Пусть это будет образец 2. Добавляю тело, создаю эскиз, плоскость XZ, ОК. Беру инструмент создать круг по центру. И делаю 2 окружности. Выбираю ограничение диаметра. Ограничиваю одну окружность и вторую. Закрываю. Инструмент выдавливания. Поставлю длину 3,5 дюйма. Вот такой полуцилиндр у нас получился. Создаю эскиз. Плоскость XZ. Извиняюсь. Удаляю этот скетч. Не ту плоскость выбрал. Нужна плоскость XY. Вот это. Разворачиваю деталь для удобства работы. Вот тут видна точка. Это наш внутренний диаметр. Беру инструмент полилиния и строю трапецию. Логично предположить, что для того, чтобы вот эта наша втулка, ну или образец, на что-то можно было накрутить, значит, спираль должна быть выполнена по всей ее внутренней длине, по всему внутреннему диаметру. Немного увеличу.
ограничение расстояния по горизонтали. Так, не хочет. Ладно. Возьму тогда просто размер. Верхнее основание, нижнее. Сторона. И теперь тут пару точек привяжем. Хотя, может, придется привязывать все 4. Все, наша трапеция ограничена. Закрываю. И беру инструмент субтрактивная спираль. Для того, чтобы гарантированно сделать нарезку по всей длине, можно поставить высоту, в данном случае это длина с запасом. То есть вот здесь видно, что будет нарезано по всей длине детали. Шаг менять не буду. Если вам понадобится, вы можете сделать сами при необходимости. Жму на ОК. Вот так выглядит наша внутренняя спираль внутри детали. Кликаю левой мышкой, правой, переключаю прозрачность. Вот так для наглядности, как оно внутри. Все видно. Возвращаюсь обратно. Все, наша деталь готова. Всех благодарю за просмотр. Желаю удачи. До встречи в новых видео. До свидания.